Приветствую, дорогие друзья, с вами Энкантадор, и сегодня я играю в игру Renowned Explorers International Society, прославленные исследователи, международное сообщество. Это игрушка стиля roguelite, в которой мы исследуем, отправляем нашу команду в разные экспедиции, добываем различные ресурсы, славу и так далее, и в конце концов стараемся стать самыми известными исследователями, победив по очкам славы других исследователей виртуальных. Итак, эта игрушка от Abbey Games. Эти ребята известны тем, что они сделали Reus, игру достаточно с интересным геймплеем, немножечко таким неторопливым, но достаточно глубоким и красивым. Хорошая тоже игрушка. Но сегодня не о ней. Итак, сразу приступим к новой игре. New Game. Мы выбираем режим Discovery Mode или Adventure Mode. Это посложнее, поэтому пойдем пока Discovery Mode и выберем сложность Normal. На нормале я уже игру проходил, на классике меня рвали. Нужно еще потренироваться. Итак, выбираем команду. Самое интересное, что здесь есть, скажем так, 3 общих настроения, и разные ребята специализируются в разных настроениях. Можно посмотреть их свойства. Здесь есть 2 атаки, то есть это Speech Power и Attack Power, то есть наша способность говорения и наша способность физической атаки. И разные, собственно, способы атаковать. В агрессивном стиле, в devious стиле, это как бы таком обижательно-говорибельном, и friendly, тоже разговорный стиль. Разные свойства будут добавляться по мере прокачки персонажа, перки различные, которые помогут нам проходить различные тесты. Здесь нету так, не то что нету, тут есть хитпоинты, но они называются spirit, дух. И задача как бы сломить дух противников, тогда его можно сломить даже вот friendly способом, ну и так далее. Но про бой я расскажу немножко больше позже, а сейчас просто показываю, как мы выбираем команду. Мы ее выбрали и побежали. Вот, можно пройти через туториал, а можно сразу прыгнуть в приключения. Итак, здесь есть, скажем так, фичи, которые перекликаются с другими игрушками, с тем же FTL. Например, у нас есть ресурсы еды, supplies, которые мы тратим на переход между локациями. Есть финальная локация, где нас ждет какой-то босс и какие-то плюшки. Вот, и в каждой локации нам показывают, что может произойти здесь. В данных 2 может произойти то, что мы немножко науки возьмем. Здесь есть 4 основных ресурса. Ну, глобально их, я бы сказал, 6, да. Это золото, за которое можно покупать всякий эквипмент, оборудование. Статус, это тот, который нам... я покажу, что можно с ним делать. Можно всяких ребят нанимать, помощников. Наука, которая позволяет изучать различные способности глобальные, которые действуют на всю нашу компашку, и инсайт, который можно менять на любой из первых 3 ресурсов. И еще 2, это Resolve, это по большому счету наши жизни, каждый убиенный член команды это минус Resolve, причем есть даже дополнительно есть какие-то вещи, какие-то события в мире, которые тоже могут при неудачном стечении обстоятельств у нас отнимать Resolve. Если Resolve доходит до 0, мы проиграли. Точка. Ну и еда. Еда заканчивается с каждым переходом, но если даже она у вас в нуле, можно продолжать ходить, но с каждым таким ходом очень сильные штрафы получают наши персонажи случайные. Итак, пошли. Идем в первую локацию. Здесь у нас что-то происходит. Виктор приказывает остановиться. Лес какой-то необычный. Может, кто-то жил здесь сотни лет назад. Надо поисследовать. Поисследовали, получили токены. И вот эти вот токены мы собираем по ходу переходов между локациями. И в конце экспедиции они будут обменены на указанное количество ресурсов. Вот нам показывает, и плюс процент определенный пойдет в нашу славу.
Итак, идем дальше. Что у нас поинтересней? Скажем, вот сюда. Идем сюда. Какое странное место. Очень какая-то мягкая почва, запах, бла-бла-бла. В общем, исследуем. Осмотрелись. Какие-то останки нашли. Вот. И теперь у нас предлагают сделать проверку. Вот. И если у нас что-то не получится, у нас будут штрафы. А если получится, бонусы. Как проходит проверка? Проверка проходит вот так. Крутим колесико и смотрим, получилось, не получилось. Не получилось. Ну, 26% это маловато. Q возвращается, результатов нет. Мы потеряли немало supply еды. Но, что-то нашли. Нашли сокровища, которое нам дает сразу 4 токена campaign и 4 токена collect. Из campaign мы получим статус, из collect мы получим gold. Взяли. Да, еще и один инсайт. Замечательно. Прекрасно. Еще и 2 стадии. Поисследовали, все хорошо. Но ресурсов очень мало, и взять их пока негде. Теперь, собственно, бой. Когда мы встречаемся с какими-то нехорошими ребятами, у нас есть 3 способа решить конфликт. И в каждом случае мы можем получить разные плюшки. То есть есть смысл решить конфликт дружественно, либо агрессивными уговорами, либо просто агрессивным, физически добить их всех и победить таким образом. И получить в разных событиях будут разные тут плюшки. Вот. Теперь, собственно, сам бой. Есть атмосфера, с которой вступают наши противники. Атмосфера, с которой мы сейчас вступим в это противостояние, определит атмосферу боя, то есть настроение боя. Есть более или менее такая зависимость, что тех, кто дружественный, френдли, легче валить агрессивно, ну и так далее, в зависимости от того, кто кого лучше валит. То есть камень, ножницы, бумага такие. Ну вот мы сразу сейчас попробуем что-то делать, попробуем сразу агрессивно начать, да, ради интереса. Подойдем сюда вот этим товарищам и агрессивно, у него хорошая атака, и мы сразу вот этого товарища победили. Начали агрессивно, и вот общая атмосфера боя у нас брутальная. И это сразу нам дает плюшку, то есть плюс 20 speech defense. Далее, можно посмотреть, если мы будем использовать friendly атаки, у нас будет расти вот эта шкала и переход в следующее состояние, и следующий бонус будет показан. Смотрим здесь наоборот, здесь минус. Значит, нам сейчас выгодно делать либо агрессивно, это ни на что не повлияет, либо перейти в friendly. Мы сейчас будем начинать пробовать переходить во friendly. Например, вот так. И попробуем его заболтать. Анимацию боя можно отключить. Вот, товарищ мы ему уговорили с нами не воевать, и он убежал. Их ход. И сейчас Кассандра, вот, она тоже friendly. И вот у нас меняется настроение, походу, еще. Сейчас расскажу про настроение. Фамбл. Нифига у него не получилось. Наша защита сработала. Теперь смотрим. Настроение. Оно тоже дает различные изменения. Например, в данном случае мы впечатлены и еще больше теряем защиты от речей. Мы практически уже беззащитны. Что интересно, если мы используем вот такие свойства, они действуют, вот, например, target becomes confident, если позитивный. Что происходит? Мы делаем его уверенным, и это дает ему бонус. И это работает и на нас, и на противника. То есть, если мы его не завалили, то мы ему дали бонус. Да, у него спирит уменьшился за счет нашей атаки, но он нас может атаковать уже с бонусом, который мы ему дали. То есть достаточно глубокая система, я бы сказал. Потому что и настроение меняется, и как ты ведешь бой в конечном счете покажет, какие плюшки в конце боя ты получишь. И нужно думать о том, в какой последовательности какие свойства использовать. Например, мы сейчас вот агрессивный нас даст достаточно, сразу даст нам бонус, а здесь не даст бонус.
Но мы все равно это сделаем, просто чтобы показать, как мы его... Кроме того, мы его вынесем. Ты улитка. Он раздраженный, расстроенный, убежал. Обратите внимание, у меня один ресолв. Если она добьет кого-то, я сразу проиграл. Но она, надеюсь, не успеет. Да. Ой-ой-ой. Не получилось. Так, попробуем тогда. У нас тут есть рейндж. Змеюка. Обиделась, убежала. И у нас больше всего агрессивных очков по исходу. И мы получаем тайл энкаунтера. И поскольку мы решили конфликт агрессивно, получаем определенные плюшки. В данном случае Виктору. Вот, мы закончили экспедицию. Теперь мы получаем за каждый тайл получаем определенное количество ресурсов. Вот наш ресурс. И 2 резолва в качестве бонуса. Газетка. Вот нам надо побить вот этого товарища. 2500 набрать. Сейчас у нас всего 151 славы. И здесь мы будем... Здесь нам... Ага. Взяли значок. И я покажу, что можно делать здесь. Первое. Исследование. Можно выбрать, по какому направлению идти. Вот эти откроются чуть позже. Например, я выбираю вот это. Окей. Можно найти, выучить какой-то перк. Предположим, ну пусть это у нас будет Scientist. Инженер, например. В Steam Engines. Годится. Это киви у нас уже достигла следующего уровня. Выбираем следующий. Ну, пусть будем прокачивать survivalist. Дальше. Здесь вот как раз за статус можно нанимать ребят. Вот тут уже у нас есть студент, которые нам дают дополнительные, больше ресурсов за тайл, проще говоря. В магазинах мы можем покупать equipment, который дает дополнительную броню, атаку. Тринкеты — это различное оборудование, которое тоже что-то увеличивает, дает различные перки, дает бонусы к защитам, атакам и так далее. Резюмирую. Игра шикарная. Очень много различных событий происходит по ходу исследования. Очень много различных ресурсов. Очень много возможностей по прокачке, по использованию различных свойств, которые влияют на различные проверки по ходу испытаний. Открываются новые способы воздействия на наших противников. Система боя нигде такой не встречал. Очень глубокая, очень умная, но очень легкая в освоении. То есть достаточно понятно, что и как делать, что чередовать. Можно использовать различные подходы. Очень много аспектов, которые можно учесть, делать какие-то комбо и так далее. Игра длится всего 5 экспедиций. После 5 экспедиций игра заканчивается, считается если вы не умерли, игра заканчивается и считается ваша слава. Renown. Вот. После этого начинаем следующую экспедицию. То есть игра очень сильно заточена на replayability. То есть повторно проходить интересно. И второй, и третий раз. Пробовать разные команды собирать. Причем некоторые персонажи анлочатся как в качестве капитана. Можно выбрать только некоторые поначалу. Потом они анлочатся новые. Можно использовать новые персонажи как капитан и подбирать под них свою команду. То есть в этом плане игра на грани гениальности, в плане интересности играния, в плане фана, который получаешь в процессе игры. И, конечно же, она очень красивая и достаточно глубокая для хардкорных игроков. То есть можно взять посложнее режим и играть как жесткий рогалик и получать фан от преодоления очень сложных испытаний. Крайне рекомендую. И на этом на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Всех благ.